Всех приветствую, друзья, на канале Farakix. Я прошу вас досмотреть это видео до конца, потому что это очень важное видео, которое я делал на своем канале. Оно посвящается всем любителям спорта, кроссфита, боевые искусства, силовые тренировки и так далее. И особенно для новичков, которые только хотят заниматься спортом. И также хотелось бы отметить всех тренеров, которые тренируют людей, детей, потому что если не знать эту формулу, то очень можно сильно навредить людям. Итак, смотрите. 220 минус ваш возраст – это максимальная частота ваших сердечных сокращений, за которую заходить во время тренировки нельзя. То есть 220, если вам 30 лет, получается 190, за этот порог заходить нельзя. Если, конечно же, вы не профессиональный спортсмен. У профессиональных спортсменов абсолютно другое. Смотрите, друзья, у сердца есть две фазы работы, как и у всех наших мышц. Систола – сокращение, и диастола – расслабление. Получается, когда вы максимально занимаетесь спортом, растет пульс и растет частота сердечных сокращений. Заметьте, сокращений. И получается, на расслабление у сердца просто нету времени. И нарушается весь цикл. Я объясню вам простым языком. Смотрите. Итак, друзья, смотрите, что происходит с нашим сердцем. Представьте, что мой кулак – это сердце. Сокращается, расслабляется, сокращается, расслабляется. Когда вы даете максимальную нагрузку, сердце начинает только сокращаться. На расслабление не остается времени, и это очень опасно. Сердце – это такая же мышца, как и любая другая мышца. Оно имеет большую мышцу, такую как миокарда. Вот смотрите, друзья, когда мы работаем на бицепс или на грудь, мы максимально забиваем, да? И когда вы максимально доводите до боли, бицепс или грудь вам говорит: все, остановись, то есть уже вы чувствуете боль, вы заканчиваете. У сердца такой функции нету, оно не говорит вам: больно, все, остановись, потому что если бы так было бы, то мы, наверное, просто не выжили бы в этой эволюции, потому что В древности куда больше было экстремальных ситуаций, чем у современного человека, и чтобы выжить, люди сражались часами на поле битвы. Например, гладиаторы тренировались по 6 часов в день, и от этого зависела их жизнь. Но в наше время обстоит все иначе. И в основном в современном мире тренируются на износ профессиональные спортсмены и силовые структуры. друзья, какой мы делаем вывод? Получается, если вы тренируетесь, делаете сумасшедшие нагрузки, копируете каких-то мировых спортсменов и пытаетесь повторить их рекорды, пытаетесь сделать их сложные тренировки, этого абсолютно делать не стоит, потому что все мы разные, нужно прислушиваться к своему телу и обязательно всегда подходить ко всему с умом. Если вы не занимаетесь профессионально спортом, а просто как бы для себя это делаете, то не надо делать максимальные нагрузки. Обязательно одевайте пульсометр, следите за своим сердцем, следите за своим организмом, как вы себя чувствуете, потому что может казаться, что сейчас, да, вы все у вас хорошо, и вы себя чувствуете очень мощным, да, но через какое-то время придет момент, когда за все эти тяжелые тренировки у вас придут последствия. Друзья, делаем выводы. Первое. Не копируйте профессиональных спортсменов, прислушивайтесь к своему организму. Эти люди посвятили этому всю жизнь. Второе. Не заходите за пульс по формуле. В ней надо находиться очень кратковременно и не часто, не более 30 секунд, а затем прервать деятельность и дать сердцу успокоиться. Это очень важно. И третье, друзья. Тренируйтесь всегда с пульсометром. Тогда вы сможете всегда контролировать свою тренировку. Друзья, что бы я хотел вам посоветовать для людей, которые только хотят заниматься спортом, или для тех, кто уже понимает, что всю жизнь занимался неправильно, что его в детстве максимально гоняли, или он сам себя сильно гонял. Сделайте так, получается, ваш пульс примерно должен быть 120-130. Если точно говорить, получается 220 минус ваш возраст, в кавычках, умножаем на 0,7. Это та формула, получается, в которой вы можете работать. И, скажем, 2-3 раза в неделю вы одеваете пульсометр и примерно в этом ритме начинаете работать. Это может быть спокойная, быстрая ходьба, скажем, да, небольшой бег, либо же плавание, если есть возможность ходить на плавание, то тоже очень классно подойдет. Это полезная гипертрофия, называется L-гипертрофия. Также, когда вы будете тренироваться, вы очень хорошо разгоняете свою кровь, ваши суставы хорошо поработают. Вообще, это очень классная работа. Сперва нужно освоить очень простые вещи и начать постепенно тренировать свое сердце. Друзья, надеюсь, вам было полезно это видео. Конечно же, есть люди, которым очень легко даются тяжелые нагрузки. Есть те, кто тяжело, да, переносит. Все мы абсолютно разные, поэтому
всегда нужно пропускать через себя и слушать свое тело. Но если вы будете примерно 80% придерживаться этой формулы, да, того, что я сказал, то у вас будет все хорошо. Желаю вам здоровья. С вами был Фаракикс.